Ну что, все уже посмотрели это видео. Это мои конверсии масштабных моделей, мои проекты, так сказать. И я обещал вторую часть. Сегодня она будет, а также я еще хочу устроить небольшой розыгрыш. Так что смотрите, все расскажу в видосе. Итак, погнали смотреть следующие модели, которые у меня есть. Есть в моей коллекции вот такой вот ЛАЗ Турист. Но видите, время его не пожалело, да, так сказать, и... Вот эти занавесочки все подклеивались. Это все делалось из бумаги. Почему я говорю, что декали нужно использовать? Они намного лучше. Ну, так получился вот такой. Здесь еще табличка. У него маршрутоуказатель тоже отвалился. Сейчас он у меня на разборе. Это все дело будет убираться и приводиться в нормальный такой вид уже с декалями. Сидушечки также обклеил из бумаги. Ну, получилось в принципе неплохо, интересно. Вообще сама модель мне очень нравится. Это масштаб 1.43. В основном все модели, которые подверглись конверсии, это модели в масштабе 1.43. Вот такой вот интересный МАЗик. Там уже места не хватает, буду показывать. Здесь стоит просто он в стороночке пока. МАЗ от компании SSM. И вот про что я говорил. Видите, какие классные дворнички у них. Прямо из металла, аккуратные. Ну, на пыль не обращаем. Это все издержки макета. Потому что макет у меня не закрывается. Если впервые на канале, кстати... то подписывайся, здесь очень интересно. Здесь я построил свой город, вот такой большой, в общем. И сюда еще идет. Ну, в общем-то, подписывайся, все видосы есть, даже есть плейлист макет города. В общем, полуприцеп вот так вот сделал. И здесь у меня проблемочка, что вот здесь был крючочек. Он сломался. Вот сюда он цеплялся. Соответственно, пришлось сделать вот такую загогулину. Вместе, когда соединен, смотрится в принципе нормально. Очень много моделей вот в таком плане. Это просто сделаны номера. Их я в принципе думаю не стоит показывать. Это ну такая просто даже не конверсия, а просто повесил номера на модель. Номера, кстати, можно распечатать, либо купить уже готовые. Продаются они в модельных магазинах специальных. Просто ищите, купить номера на модель, и вам все высветится. Вот такая интересная конверсия. УАЗ, который застрял в луже, в грязи. В общем, вот такой вот он грязненький стоит. Может быть, грязи, конечно, много накидал, но это одни из первых моих моделей. И также есть вот такая конверсия. Вот такого УАЗика Патриота. А-ля ну, такой оффроуд, да, автомобиль. О, кстати, сейчас покажу, еще к нему же есть такая же модель типа Запорожца. Сейчас, прям секундочку. Вот такой вот ушастый красавчик получился у меня. Ну, не знаю, у меня их несколько, поэтому как бы один решил сделать вот таким вот. Ну, мне нравится, как получилось, а вы можете написать свое мнение в комментариях. Под проекты, например, оффроуд, мне кажется, будет довольно неплохо смотреться. Что скажете? Тоже жду от вас мнений в комментариях. Есть вот такой вот у меня проект. Есть вот такой вот. Сашка, поздоровайся со зрителями. В общем, показываю уже на полке, что стоит. Вот такой МАЗик тоже. Сделана небольшая конверсия ему. Ну, опять-таки, все с номерами. Да, Саша. Бычка у меня два. Вот такой вот есть еще. Тоже пока убрал сюда. Находится здесь. Есть у меня еще вот такой вот попрошаечка. Видите, нанесены следы эксплуатации. Грязь небольшая. Прикольная моделька. У нее поворотные передние колеса. Так-то мне очень нравится. Единственное, не нашел номера на данный трактор. Вообще на трактора не могу найти номера. Поэтому он без номеров. Так вот. Выглядит так. Трудился, кстати, в паре вот с этой газелькой. Отвалились зеркала у нее. Вот она, газельчика. Вот зеркала лежат, надо все клеить, собирать. И это дорожная служба. Вот так вот она. Сейчас, наверное, уже таких нету, а вот несколько лет назад прям ездил полно таких вот ушатанных газелечек именно дорожной службы. Они же, что, грязь, ну, мусор вот это все убирают. Вот такие они, в принципе, грязные, замызганные были. В общем-то, вот такая вот она. Опа, ставлю сюда, сюда. И переходим, давайте, вот сюда. Вжух. Камера у нас сместилась. В общем, вот такой зелочек на номерах.
Все дела. Модель, по-моему, от Мадимио. В целом аккуратно. Единственное, большие вот эти огромные дворники мне не очень нравятся. Но зато здесь следы эксплуатации нанесены. Номера, конечно же, приклеены. Вон они. И здесь у нас кирпич. Прям настоящий кирпич. Тоже покупал. Есть обзор отдельно на канале на кирпичи и на всякие дополнения для макета. Кстати, в моей коллекции есть еще одна модель с готовой конверсией. Это вот такой Dodge Ram Van из фильма «Один дома». Я не буду его доставать, он в боксике лежит. Но обзор на него есть отдельно на канале. Можете найти и посмотреть. Там что-то автомобиль из фильма «Один дом», по-моему, так называется. Или новогодний автомобиль. В общем, вот такая вот коробочка. Классный, он очень классный. И газельчика, вот и все. Две таких готовых у меня модели, именно заводской, так сказать, тюнинг. Если вдруг ты не понимаешь, о чем речь, посмотри первое видео, первую часть про конверсии, тогда поймешь. А то, может быть, я не очень понятно объясняю для тех, кто зашел впервые на мой канал. Кстати, подписывайтесь обязательно на канал. В конце, ну, чуть попозже, может, не в конце, расскажу, что я для вас приготовил интересненького. Один из первых моих проектов, вот такой вот полицейский автомобиль, это Chevrolet Bel Air, по-моему, называется. Да, Bel Air. Из серии полицейские автомобили мира. Ну, в общем, я сделал его под зомби-апокалипсис, такой автомобиль. Пулемет, сразу говорю, огромный. Настоящий такой пулемет продавит крышу, но у меня не было. Использовал этот. Конечно, можно поменять на что-нибудь поменьше. Даже от технопарка там взять, по-моему, с Калашниковым есть. И поставить сюда, будет более посимпатичнее смотреться. Не знаю, стоит ли вам показывать вот эту работу. Это одна из первых работ моих. Почта России. Застрял в снегу. Получилось как получилось. На пенопласте это делал еще. На пенопласте вот таком неудобно делать, потому что если вы используете эпоксидную смолу, либо еще какие-то краски бывает, это все дело плавится. Поэтому у меня вот оно поплавилось в итоге. Короче, ничего особо не получилось. В общем-то, вот такой вот. Еще в коллекции есть вот такие две газельчики, но здесь особо тюнинга нету. Просто следы небольшой эксплуатации. Маршрутоуказатель здесь сделан. Здесь служебная, номера повешены. В общем, такая простенькая. Ну, по-моему, вот в этой я выделил швы, да. Вот. Швы выделены. Выделял это все маркером. Есть специальный маркер, сейчас покажу. Кстати, вот такие вот номера, видите, как они выглядят. Они из металла сделаны, из латуни. Очень клевые. Они выпуклые такие немножко идут. Еще вот много у меня можно повесить куда. Но в основном на легковой транспорт. Ну на грузовой тоже, на полуприцепы нету. И на прицепы. А так вот клево. Где покупал, есть видео тоже отдельно. Прямо эти номера на превьюшке видео. Можете глянуть. Положу сюда. И что хотел я вам показать? Маркер. Вот. Вот такой вот маркер. Специально маркер идет делать швы. Вот он тоненький такой. И вы берете, то есть аккуратненько, не краской, например, а вот именно маркером, и по швам, вот, ну, вот где дверь идет, вот так вот выделяете. И уже модель смотрится совсем по-другому. Есть у меня еще вот такой вот мусоровоз с небольшим таким тюнингом. Ну, можно сделать покритичнее. У меня такой прям простой. Так, вот это не откидывается у нас часть, по-моему. В общем, на номерах ничего существенного тут. И из этой же серии вот такой вот у меня есть осенизатор. В общем-то, тут даже с ведерочком. Очень нежные зеркала, поэтому особо таскать не хочу. Вот так вот. Ну давайте перейду к своим любимчикам, так сказать. Вот они. И Карус мне очень нравится, как получился. Я его 2 раза переделал, правда. Сначала получился очень черным, грязным, но потом я это все дело смыл, отмыл, и в общем-то получился вот такой вот. Брал я, кстати, пример. Я беру не из головы примеры, а вообще ищу реальные фотографии и пытаюсь повторить. Так получается, ну, более как бы вы понимаете, что вы делаете, сколько наносить детали. Видите, вот здесь швы этим маркером, кстати, обработаны. Видите, как смотрится? Как у настоящего уже. Четко. Ящики вот.
Салон я не клеил у него. И у него проблема, в общем-то, его очень сложно разобрать. Изначально было. И вот у меня здесь лопнуло даже стекло. Вот. Здесь вот. Из-за того, что ну как-то он вклеен там, что ли. Поэтому с тюнингом салона очень сложновато. И если вот отклеится это все дело, да, будет сложно. Шторки здесь сделаны из гофрированной бумаги. И выглядят, видите, как настоящие шторки из ткани. Здесь вот гофрированную бумагу, здесь вот все-таки прикольнее использовать, потому что все-таки декали будут более плоские. А вот эти, видите, как прям ткань. Ну, можете написать свое мнение в комментариях, я послушаю. Ну что ж, пошли КамАЗики. Вот такой вот КамАЗ вы можете, ну, как бы вспомнить, да, что... Ну, он похож. Это не тот КамАЗ, но он похож на КамАЗ из дальнобойщиков. Сериал такой есть. Здесь все в декалечках. Вот так вот выглядит это. Вымпела, пустой. Здесь вот у них было Ингострах, что-то написано. Здесь водитель сидит. Фигурочка. Ну, вот эти декальчики пошли. Прям отдельно они продавались из стока. Вот это все. И я покупал. Ну, и, в общем-то, вот получился такой у меня КамАЗ. Полуприцеп это у нас эликоновский идет. Был, по-моему, с Зилком. А КамАЗ от фирмы, не могу сказать, Автоистория, наверное, скорее всего. Так, и вот этот КамАЗ тоже классно получился. Сейчас я покажу. В общем, смотрите, тоже он у нас идет с фигуркой водителя, вымпела. Здесь вот это все декалечки. Вот они. Видите, как выглядят занавесочки. Все это декалечки. Девушку сюда прилепил, ну, говорят, сейчас не вешают. Ну, ладно, были у меня, я их прилепил. В общем, номера. С этой стороны вот так водитель выглядит. Ну, четко. Здесь сделаны перекидки. Номер задний у нас отклеился. А, нет, вот есть, присутствует. Ну, соответственно, пыль дорожную нанес на колеса, чтобы все было естественно. На такую пыль обычно не обращаем внимания. Здесь, смотрите, сделал перекидки, как я вам говорил в прошлом видео, из чего надо делать. В этом не буду повторять, можете перейти туда посмотреть. Сзади у нас Long Vehicle, длинный брызговик. Ну, в общем, сильно грязнить полуприцеп не стал вообще, по-моему. Только колеса, вот и все. Ну, может, он после мойки, поэтому как бы просто обычная вот легкая, прям легкая дорожная пыль нанесена, и все. В общем-то, вот такая вот коллекция у меня. И давайте сделаем так, ребят. Я разыграю одну из своих конверсий, да, кому-нибудь одному. Если под этим видео, ну, до конца недели наберем 3000 лайкосов. Чтобы участвовать, надо подписаться на канал и написать просто комментарий. И все. И, ну, поставить лайк под это видео. И разыграю одну какую-нибудь. Все они мне дорогие, я не знаю какую. Но давайте попробуем, а там решим, что разыграем. Может, вот этот КамАЗ отдам, может, вот этот. Может, Икарус уйдет, а может, Зилок. А может быть, вот эта Газель. Не знаю, а может, какая-нибудь новая модель. А может, вообще тот КамАЗ с Филиппом Киркоровым. В общем-то, участвуйте. Пишите комментарии, что вам понравилось, что рассказать вам. Может быть, что было непонятно. Но в основном будет здесь закреплено. В комментариях там закреплю на первую часть. Если что, переходите туда, посмотрите, там будут ответы на ваши вопросы, если какие здесь я не раскрыл. Все, с вас лайкос. С меня видос. Всем пока и всем, конечно же, добра.